Девочки, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня хочу вам показать обзор всех своих палеток для лица. Так что, любители декоративки и обзора косметики, продолжайте меня смотреть. Начну свой обзор вот с этой палетки. Это достаточно старая палетка от бренда Sephora. Называется Face the Jungle. Ей уже, наверное, года 3. Сделана эта палетка, мне кажется, в Китае, да. Вот, хотя бренд Sephora, это, по-моему, французский, если не ошибаюсь. Здесь вот такая вот красивая палетка. Здесь и румяна, бронзер и хайлайтер. Конечно же, буду вам показывать сводчи. Вот такая здесь красота. Красивые здесь хайлайтеры, и румяна, и бронзеры. То есть бронзер достаточно светлый, но мне кажется, этот бронзер всем подойдет. Вот такая вот палетка. Также есть у меня в коллекции палетка от Physician Formula. Часто вам ее тоже показываю. Красивая палетка. Такая вот миниатюрка со всеми их бронзерами, румянами и хайлайтерами. По-моему, есть еще такая палетка и в другом цвете. Там другой хайлайтер и другие румяна. Красивый, яркий очень хайлайтер. Румяна такие шелковые и бронзер. Ну что говорить, все знают бренд Physician Formula. Прекрасный бренд, и качество у нее даже очень хорошее. Смотрите, какой красивый хайлайтер, румяна и красивущий бронзер. Палетка такая, знаете, на все случаи жизни, но ее брать с собой не рекомендую. У многих там вот выпал хайлайтер. У меня он тоже выпал, я его перепрессовала, но теперь с собой я эту палетку не беру, потому что постоянно ломается там хайлайтер. Также есть у меня палетка от Seventeen. Это наш греческий бренд. Кстати, достаточно дорогой, хотя он у нас на этаже, где бюджетная косметика. Здесь есть румяна, бронзер, ну и красивущие тени. Давайте я вам покажу. Здесь вот такие яркие румяна и достаточно яркий матовый бронзер. Красивая палетка, тоже у многих видела и тоже ее брала по рекомендациям бьюти-блогеров. Ой, смотрите, как он сыпется. Все посыпалось здесь. Очень красивые румяна, но такой бронзер рыженький не всем подойдет. Также у меня есть палетка от Revolution с блогером Roxy Cyrus. Это британский блогер. Красивая палетка. Тоже у многих ее видела. Мне кажется, ее до сих пор можно найти в продаже. Тоже палетка. С собой брать в поездку. Здесь есть и бронзеры, и хайлайтеры. Бронзер есть как кремовый, так и более сухой. Хайлайтер есть запеченный и такой стандартный, классический. Давайте я вам покажу сводчи. Вот этот очень светлый хайлайтер, хотела сказать. Бронзер. Давайте сначала я вам бронзеры. Вот эти два, они кремовые более, а остальные сухие. Так, слишком я много набрала, и они аж рассыпались. Вот, смотрите. Давайте я покажу вам здесь. Ох. Так, ну вот этот не будет виден. Я часто использую вот этот бронзер. И вот этот. Красивые бронзеры, мне нравятся. Качество даже очень хорошее. Вот, советую вам, то есть не советую, а могу рекомендовать вам эту палетку. Она очень даже хорошего качества, как я сказала. И разного качества есть здесь бронзеры и хайлайтеры. И давайте я вам покажу хайлайтеры. Запеченные есть здесь. Цвета разные, смотрите. Не красота же. Боже мой, как же мне насыпалось здесь все. Вот, давайте здесь также вам покажу.
хайлайтеры у Revolution очень даже красивые. Смотрите. Гладко лежат, без лишних блесток. Вот, красивая палетка для лица. Еще хочу вам показать свою палетку от Catrice. Это тоже коллаборация с немецким блогером Максим. Я никак не могу прочитать эту фамилию или что это, я не знаю. Тоже это лимитированная палетка. Мне кажется, уже достать ее невозможно. Очень яркие здесь хайлайтеры и румяна. Ну просто бомбические. Яркий хайлайтер и румяна тоже. Поэтому их надо набирать слегка, но очень красивые. Давайте я вам покажу хайлайтеры. Смотрите, какая красивая палетка. Давайте я вам покажу так близко. Это запеченная здесь формула. Хайлайтер. Ну, это типа хайлайтер-бронзер, можно сказать. Румяна. Очень красивая палетка. Здесь хайлайтер, румяна и бронзер. Сразу все есть. Еще одна новинка от Essence. Она, по-моему, вышла в этом году, если я не ошибаюсь. Это тоже все, мне кажется, ее уже скупили. Это от Essence Glow and Bronze. Очень красивая палетка. Здесь есть зеркало. Хороший здесь мягкий такой бронзер и достаточно яркие хайлайтеры. Так это она смотрится. Ну вот видите, да, бронзер сыпучий, но красивый. Достаточно светлый, подойдет и беленьким девочкам. Красивые хайлайтеры. Лежат прекрасно. Еще у меня есть вот такая палетка. Но я отнесла ее к палеткам. Здесь хайлайтер и румяна от бренда Rival Love Me. Я не знаю, как правильно это сказать. Это Baked Rouge Highlighter. Так, здесь информация. Это магазин, который находится в Германии, если кто не знает. Здесь есть прекрасное зеркало. И здесь такой вот хайлайтер и яркие румяна. Можно смешать и получить такой вот хайлайтер руж, блаш руж, как называют. Вот давайте я покажу. Хорошая достаточно палетка. Мне нравится. Ну, в основном я, конечно же, когда покупала, мне очень понравилась упаковка. И давайте я ее смешаю. Вот такой вот цвет получается. Яркий здесь хайлайтер и румяна. Очень красиво. Хорошее качество у бренда Trend Etap. Loves Me, я не знаю, как там, Rival Love Me, Loves Me, я не знаю точно, как это называется. И знаменитая у меня палетка есть Stellary Professional Sculpting Palette. Что про нее сказать? Ничего не буду говорить, потому что она у многих есть. Прекрасная тоже палетка. Единственное, мне здесь хайлайтер не очень подходит. Слишком он белесый, но скульптор и румяна очень даже красивые. Хайлайтер, как вы видите, очень белый. А так прекрасная палетка. Брать в поездке самое то. Еще у меня есть палетка от W7. Она у меня сейчас находится в косметичке. Тоже люблю этот бренд. Красивая здесь палетка. Красивые, то есть палетки есть у W7. Также есть и моно-румяна, моно-бронзеры. Я сразу взяла уже палетку. У меня она в оттенке. Это Light Medium. Есть, по-моему, еще потемнее, если я не ошибаюсь. Прекрасные здесь яркие и красивые хайлайтеры. И вот такой вот бронзер, скульптинг, я не знаю. Вот.
Ну, я как бронзер наношу. Вот, давайте я вам покажу. Давайте здесь покажу. Вот так вот. Смотрится, смотрите. Прекрасная палетка и хорошее качество. Еще у меня есть в коллекции вот такая малышка от бренда Elf. Бюджетный американский бренд, если я не ошибаюсь. Вот в таком у меня она названии. Красивая палетка, такая миниатюрка. Прекрасные здесь матовые румяна. И вот такой вот золотистый хайлайтер. Вот. Ой. Еще у меня есть вот такая малышка палетка от Catrice. Это прошлогодний их выпуск. Так, у меня оттенок здесь 10. Можно до сих пор найти эти палетки. Здесь такие вот яркие сатиновые румяна и достаточно яркий классический хайлайтер. То, что есть у Catrice и у Essence. Красивые румяна, очень модные в этом году, а-ля Барби, а-ля Диор. Тоже прекрасно лежит, никаких лишних блесток нету. Давайте я поближе покажу. Еще у меня от Essence есть вот такая палетка, контуринг. Прекрасная палетка, тоже брала ее по отзывам. У многих девочек она уже закончилась, но я ее приобрела в этом году. Здесь вот такой бронзер матовый и вот такая пудра. Она немного розовая. На мне она чуть-чуть розовит. Не знаю, может быть, то, что под тон цвета. Вот это у меня в 10 цвете. Есть также намного темнее. Там, по-моему, как бронзер и скульптинг. Так, давайте покажу. Не знаю, пудра будет видна или нет. Нет, не видна, видите. Бронзер очень красивый. Вот. Также я брала в этом году вот такую палетку себе от бренда Liren. Shine Touch, Dermaprogram. Что здесь еще? Цвета номера никакого нет, она в одном цвете. Вот. Бронзер мне не подошел, он розовый на мне, а румяна очень даже красивые. Хотя палетка шикарная, знаете, шелковистая такая. И румяна очень красивые. Но если у вас большая кисть, конечно, неудобно лазить вот в эту маленькую палетку. Так, не знаю, сейчас передастся. Такой вот бронзер. И вот такие вот румяна. Мне кажется, это бронзер подойдет беленьким девочкам, потому что я немного темненькая, и на мне они как-то розовят. И тон у меня кожи желтый. Вот, но румяна красивые. Еще у меня есть палетка. В этом году я ее приобрела, хотя она вышла уже давным-давно. Это палетка от NYX Free Step to Sculpt. Это палетка такая, у меня light, по-моему, там 3 цвета есть, medium и более темная. У многих визажистов я раньше видела, многие этой палеткой пользовались. Здесь прекрасная пудра банановая, хороший хайлайтер и достаточно яркий и темный бронзер. Давайте покажу. Хорошая палетка. Давно я на нее смотрела и на сайте, как же этот сайт называется, забыла. Я его приобрела. Давайте покажу вам здесь. Так. Ну, пудра не видна, девочки. И вот такой вот бронзер. Так, что-то с фокусом. Вот. Залип у меня хайлайтер как-то почему-то. Вот. Ну, красивая палетка. Тоже брать с собой в поездке самое то, потому что здесь сразу есть все.
Также есть у меня вот такая старенькая моя палетка, одна из первых палеток, когда я только начинала заниматься косметикой. Это палетка от Lovely, она у меня находится в Project Penny. Хорошая палетка, это польский бренд, если не ошибаюсь. Как я сказала, она у меня в Project Pen. Хочу ее как-то уже, можно сказать, как говорится, добить. Здесь красивый, кстати, хайлайтер. Пудра такая вот среднего качества и очень даже хороший такой вот бронзер скульптинг. Смотрите, прекрасная палетка. Я вот этим скульптингом больше как-то скульптурирую нос, вот так вот, подбородок. Красивая палетка. Прекрасно лежит и хайлайтер хороший такой тут. Ну, эту палетку я тоже у многих видела. Что про нее говорить, ее все знают тоже. И последняя моя палетка, она тоже у меня в Project Penny. Это бренд Revolution, знаменитая шоколадка. Здесь вот такой вот хайлайтер и бронзер. Прекрасный хайлайтер. Он немного такой вот рыхловатый, но красиво лежит на лице. И хороший очень даже бронзер. Такой вот хайлайтер типичный от бренда Revolution. Тут хайлайтер более такой светлый. Хорошая палетка, мне очень даже она нравится. Я люблю бренд Revolution. Ну вот, девочки, вот такая у меня коллекция небольшая палеток для лица. Надеюсь, вам было интересно это все смотреть и слушать. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.